Приветствую подписчиков и гостей канала «Спицами и крючком». Я уже потихоньку готовлюсь к Новому году. У меня появилась идея связать две такие совершенно разные снежинки. Представляю вам мастер-классы по вязанию этой декорации на елку. Понравилась моя идея? Вяжите вместе со мной. А если вы еще не подписались, то можете это сделать прямо сейчас. И тогда вы не пропустите мои новые мастер-классы. Для снежинки я набираю 10 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И заключаю их в кольцо. Получилось колечко у нас. Теперь я делаю 3 воздушные петли. Раз, два, 3 для подъема. И 2 воздушные петли для перехода. Это у нас получается как столбик с 2 накидами выглядит. И делаю столбик с 2 накидами под кольцо. Раз, два, 3. Вот получается такая галочка. Затем опять 2 воздушные петли и опять столбик с 2 накидами. Опять 2 воздушные петли и опять столбик. И так я повторяю всего 12 раз. Я заканчиваю этот ряд, делаю 2 воздушные петли, последний столбик с 2 накидами, еще раз 2 воздушные петли и соединяю с воздушными петлями для подъема. Все. Вот у нас получилось таким образом такое солнышко. Затем я делаю в следующем ряду 1 петлю для подъема и делаю туда же столбик без накида. И 9 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Затем пропускаю 1 столбик и через один столбик делаю столбик без накида. Вот у нас получается такое. Полукруг. Затем опять 9 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пропускаю 1 столбик и через один делаю столбик без накида. И так весь ряд. То есть всего у нас получится 6 раз повторение. Я провязала 6 раз. Следующий ряд я начинаю с 2 воздушных петель. Это 2 воздушные петли для подъема, они заменяют у нас столбик с накидом. И 4 воздушные петли для перехода. Раз, два, 3 и 4. И теперь в самую верхушку нашего полукружья я делаю столбик без накида. Затем опять 4 воздушных петли. Раз, два, 3, 4. И в этот столбик я делаю столбик с накидом. То есть вот таким образом это получается. Затем опять 4 воздушных петли и столбик без накида. Четыре воздушных петли, 3, 4 и столбик с накидом в петельку. Вот такой рисунок. Здесь тоже потом будет
как бы так же, как столбик выглядеть. Ряд я заканчиваю таким образом. Я делаю последние 4 воздушных петельки и соединяю их с воздушными петлями для подъема. Все. Здесь получилось зрительно тоже как столбик. Я этот ряд закончила. Я пройду сейчас кетлевочными петельками по нашим петлям, так как мне удобно начинать следующий ряд с другого места, вот с этого столбика. Пришла я сюда. И отсюда я начинаю вязать. Я делаю 2 воздушные петли для подъема. Они заменяют у нас столбик с накидом. И под 4 воздушные петли я делаю 2 столбика с накидом. Раз. 2. Я делаю здесь 2 столбика с 2 накидами. Раз. И 2. Затем в наш столбик с накидом я делаю 1 столбик с 3 накидами. Вот сюда я делаю столбик с 3 накидами. Раз, 2, 3, 4. Затем 8 воздушных петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И возвращаюсь туда же, в наш столбик с накидом, и делаю туда также еще 1 столбик с 3 накидами. Раз, 2, 3, 4. То есть у нас получается такая огромная галочка здесь посередине. И затем возвращаюсь обратно, делаю туда 2 столбика с 2 накидами. Раз, 2. Второй столбик. И 2 столбика просто с накидом. Два столбика с накидом. Все, вот такую комбинацию мы вяжем в этом ряду. И затем в столбик без накида вяжу еще раз столбик с накидом. И повторяю ту же самую комбинацию, что мы уже делали. То есть делаю 2 столбика с накидом, 2 столбика с 2 накидами и так далее. То есть всего я повторяю это 6 раз. Этот ряд я заканчиваю столбиком с накидом, столбик с накидом, и соединяю его с первыми 2 петельками для подъема. Вот таким образом. То есть у нас здесь получается практически незаметное соединение. Это у нас предпоследний ряд.